Всем привет! Вы на канале Watchboxes. Я слежу за комментариями, и эти часы многие из вас замечали, а также писали мне про них. Прежде давайте я вам покажу спойлер, свою кепку Сертина. И часы. Это моя любимая черепашка Сертина DS Action Diver. Часы появились 4 года назад. И сегодня мы разберемся, что случилось с ними за это время. На самом деле это был подарок за хорошую сдачу экзаменов. И до экзаменов мне попался каталог Сертина, и приглянулась эта черепашка. Если честно, я не думаю, что нужно было дарить мне такие дорогие часы, такие хорошие. И я чуть позже расскажу, как я их ушатал за эти 4 года. А пока предлагаю пробежаться по характеристикам. Стальной корпус, стальной браслет, безель алюминиевый на 60 кликов. Механизм Powermatic 80 с автоподзаводом. Запас хода, соответственно, 80 часов. 21 600 полуколебаний в час. Есть индикатор даты от отметки 3 часа. Люминесцентный состав суперлюминова на стрелках и на метках. В темноте я показывал в одном из прошлых видео, когда сравнивал с Casio Duro. Стекло тут сапфировое с двусторонним антибликом. Диаметр корпуса 43 мм, толщина 13,1. Водозащита 300 метров. Это сертифицированные дайверские часы. Про это свидетельствует надпись на циферблате Divers Watch 300, а также надпись ISO 6425 на задней крышке. Это говорит о том, что часы прошли все испытания и соответствуют требованиям данного стандарта. Кроме этого, мы видим на циферблате разные характеристики, а также симпатичную черепашку. Сертина спонсирует некоторые организации по защите окружающей среды. И большая часть средств уходит как раз на защиту, на поддержку морских черепашек. Застежка клипса автомат. Имеется дайверское расширение. Для гидрокостюма. Такой тип удлинения браслета, я думаю, один из лучших решений, тем более в таком ценовом сегменте. Плавно мы переходим к эксплуатации. Как можно заметить, по застежке она вся исцарапанная в хлам. Однако мы еще видим надпись Сертина. Также видим некоторые царапины на звеньях, на корпусе. Даже на безеле. Но стекло как новое, потому что сапфир. Давайте вернемся к безелю. Он здесь на 60 кликов. И это изначально такая претензия к Сертине, потому что в этой ценовой категории должны безели быть на 120 кликов, а не на 60. Даже у Orient Komatsu, даже у Seiko 5 Sports безель на 120 кликов. И изначально был заметный люфт. А вот год назад он и вовсе начал оборачиваться в обе стороны. То есть мы видим, он перескакивает. Так быть не должно. Сейчас безель никакой функции, кроме как визуальной, не несет.
у меня была мысль поменять на безель новых Certina DS Action. В новинке от Certina они представили новые часы с безелем на 120 кликов, и он был изготовлен из керамики. Это, я напомню, алюминий. Кроме того, он отличается, он такой более рифленый. Если бы я поменял, то у меня бы на вид были совершенно новые часы. Но этого не случилось по причине того, что новинка, синяя модель, не такая синяя, как вот эта моя. Поэтому у меня такой безель. Возможно, придумаем какое-нибудь другое решение. Ну, что еще в часах есть, так это механизм. Я считаю, он замечательный. Я сейчас понимаю, что часы с запасом хода до 40 часов мне бы не подошли. И часы довольно точные, примерно в сутки плюс-минус 3 секунды. Также, что мне тут нравится, это циферблат. Сейчас солнышко зашло. К сожалению, не видно, как он играет под лучами солнца. Глубокий синий. Красота. Сейчас цена этих часов примерно $750. Если вас заинтересовала модель, то пишите, можем поискать. А могу я вам предложить обратить внимание на Tissot Seastar 2000 Powermatic 80. Видео также есть на канале. Вкратце, это Certina, которая учла все ошибки и улучшила свои характеристики. Там лучше водозащита, безель керамический и так далее, так далее. В комментариях пишите, что думаете о моих часах. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем спасибо за этот просмотр и до новых встреч!